Добрый вечер, дорогие друзья. В Республике Беларусь, по-моему, пролетел в это воскресенье уже 37-й год. И со вчерашнего дня страну очень быстрыми темпами начинают превращать в Северную Корею. Тот ужас, что творится на улицах, он не поддается описанию нормальному человеку. Давайте об этом поговорим. Знаете, меня часто критикуют за то, что я медленно выражаю мысли. Но это ж блог и есть мои мысли. Я никогда не заготавливаю, не пишу тексты, не читаю. Да, иногда получается медленно, но я хочу, чтобы вы слышали то, о чем я думаю. Это естественно, это настоящее. И все мои радости, смех, грусть и иногда нецензурные выражения — это только мое естественное состояние. Поэтому это практически прямой эфир, просто я делаю паузы, чтобы ставить некоторые ставки. Знаете, первый раз за все время, пока в моем листе есть папка «Революция в Беларусь», я не мог собраться снять ролик, наверное, час. Потому что я не представлял те последние новости, как можно выразить без нецензурной брани. Потому что то, что творилось вчера, я не знаю, как можно не превратиться в радикала, находясь там внутри республики. Но я бы хотел к этому вчерашнему страшному случаю во дворе перемен подойти плавно, потому что я вот пока ходил, матюкался и говорил, какой же этот диктатор, ля-ля-ля, и как вообще таких мир носит, и сколько могут люди мучиться из-за одного урода, сволочи, идиота. Я батьки, можете писать, что хотите. Я пришел к одной мысли. Смотрите, ровно, по-моему, 10 дней назад или 12, неожиданно происходит изменения в силовых структурах. Примерно вот так. Изучал, советовался, и все-таки из десятка предложенных кандидатур я выбрал Кубракову. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске. Ею придется заниматься, конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник УВД, которому ты точно мешать не будешь работать. Потому что сам только что прошел этот уровень. Ну, а с другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь. Конечно. Мы направили твоего друга, наставника Петровича на Минск помощником, и у него задача работать ВКонтакте, не мешая никому. Но ты знаешь, он опытный человек, он это все протопал, он преданный человек делу. Сложится хороший такой кулак. То есть бегал по всем телевидениям предыдущий министр МВД и рассказывал, что я сейчас не могу уйти в отставку, потому что это деморализует коллектив. Но на его мысли всем наплевать, иди там куда-то губернатором в другой город. И ставят людей, это уже сейчас понятно, которые сказали: мы ваши до гроба, мы будем пачкаться в крови, мы всех задушим, мы всех убьем. Мне тут сразу вспоминается то видео, которое где-то есть там в самом начале революции. Но я бы хотел еще раз сюда сейчас включить, что думает о сильной руке Лукашенко. Ведь он это реализует. Это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое.
есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Что я не заявлял? Я о Гитлере говорил. Фашист был у власти. Идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало? Результат дало. Ведь если человек 60 лет восхищается Гитлером и его формой правления, то рано или поздно он ее будет реализовывать. Поэтому впервые в это воскресенье мы 2 выпуска назад смотрели и обсуждали, как переформатировались, там у нас есть еще видео, и шакалы, и гиены, когда уже с 10 утра не давали собраться митингам, действовали на опережение, гоняли, разгоняли, появились эти гиены в спортивных штанах и кроссовках Adidas, которые толпой набрасывались на людей с лагами и избивали их, и потом тащили к ОМОНу. ОМОН, который тренировался уже, не стесняясь, на людях бить ногой в голову абсолютно не сопротивляющихся людей. И Лукашенко принял для себя решение, хотя я уверен, ведь в это же время абсолютно хвасталось государственное телевидение, что прошел часовой разговор с его братом, еще одним диктатором. И они обсуждали ситуацию в Минске. И, скорее всего, он, как подопытный кролик, получил команду действовать жестко и понять, где эта грань в 21 веке человека, который хочет мирно добиться выборов, как надо над ним издеваться, его унижать и избивать, чтобы у него чаша терпения переполнилась. И вот вчера в Белоруссии очень популярно, кроме воскресных маршей, вечерние дворовые посиделки, чаепития. Там все в красно-белых флагах, ленточках. Приезжают артисты, душевная обстановка. И вот впервые по беспредельной форме жесткости дана команда зачищать уже все во дворах. Вчера в один из жилых комплексов приехали люди, которые начали срезать бело-красные ленточки. Им под руку попался молодой парень, 31 год, который спросил: что вы делаете в нашем дворе? Это наш двор, как хотим, так украшаем. После этого эти тетушки в спортивных штанах и в кроссовках его избивают. Двор не может помочь, потому что из бусиков выходит ОМОН с автоматами. Парня увозят в РОВД. И уже через 2 часа он попадает избитый до такой степени, что у него там, не знаю, какое количество сотрясений мозга. Он сейчас находится в коме 3-й степени, ему трепанацию черепа сделали, у него лицо все опухшее, он избит. И врачи говорят, шансы его выжить 1 из 1000. И вот так эти, пропустим слова, нелюди переходят уже к 3-му этапу репрессий. Их настолько озлобили, что они человека готовы убить за вопрос.
их так обкалывают, я не знаю, что это сказать, как, что они за ленточки и флаги готовы убивать. Парню 31 год, это уже 7-й погибший будет. Дай бог, чтобы он выжил, конечно. В Беларуси. Но я вам скажу, белорусы, у нас бы Майдана 2014 года не было. У нас, когда стояли студенты за евроинтеграцию, все разошлось. Их там стояло 100 человек. Они бы постояли, и все бы разошлось. Если бы ОМОН не применил жесточайшую силу избиения людей дубинками, что у нас вообще никогда не было. Вы не можете представить, ровно через 2 часа по Крещатику, центру города, невозможно было проехать. Гудел весь город. Потому что мы понимали, что это заявка на диктатуру, заявка, что я буду применять силу. И потом произошли все самые печальные события. Ну, диктатуру сбили на взлете. У вас она сейчас как червяк вкапывается в землю, как эта репка огромная, и вам ее вытаскивать только всей семьей. Сегодня это ж не просто так. Уже начали у людей изымать зарегистрированные ружья. Они будут дальше действовать еще жестче, и они ждут, что чаша терпения у вас переполнится, и вы их снесете. Из перепугу уже оружие изымают. А ихние гоблины выпускают такие видео. Мне здесь пришлось вырезать музыку, потому что YouTube бы заблокировал авторские права. Ну, вы поняли, он здесь очень хвастается, что он вас очень ждет и рассказывает, что он хочет с вами сделать. Друзья, я не буду продолжать этот дальше ролик, потому что только что сверху мне в телефон выплыла новость, что этот парень погиб. А паскудская пресс-секретарь МВД утром сказала, что это сделали неравнодушные люди, которых оскорбили бело-красные ленточки. Я тоже человек, у меня тоже эмоции. Живи Беларусь, вы должны его свергнуть.